Наверняка вы слышали о новом национальном мессенджере Max, который должен стать типа единственным заменителем Телеграма, WhatsApp и Viber. Последний, если что, в России заблокирован уже давно. Нам на глаза попался новый рекламный слоган этого Макса. «Стабильно работает при слабом сигнале». Тут, конечно, сложно удержаться от вопроса, а кто эти люди, которые регулярно устраивают слабый сигнал? Не сидят ли они в соседнем кабинете с разработчиками Макса? В том, что российское государство пытается создать аналог чего бы то ни было айтишного, нет никакой новости. Будь то покойная поисковая система «Спутник» или полумертвый сайт Большой российской энциклопедии, который когда-то должен был заменить собой Википедию. Но власть берет на удушающий всю отрасль целиком. С одной стороны, идет блокировка удобных сервисов, которые привычны миллионам и десяткам миллионов россиян, от Дискорда до Ютуба. С другой стороны, власти регулярно ограничивают скорость самого интернета или отключают его вовсе, иногда заодно и с мобильной связью. Слабый сигнал или его полное отсутствие стали новой повседневностью в стране, которая еще совсем недавно заслуженно гордилась удобством и развитостью своих информационных технологий. Поговорим о том, как в России ломают интернет и что об этом думают россияне. Петербургское издание «Фонтанка» не так давно привело рассказ местной жительницы, которая решила воспользоваться крупнейшим в России сервисом каршеринга. «Я, — говорит, — ехала по Приморскому шоссе. Когда приезжала Ольгина, машина у меня просто выключилась. Думаю, странно, газ не работает, тормоз работает, руль крутится. Ну, я же не дура, чтобы выключить машину прямо на ходу». Дорога в тот момент была пустая, и женщина смогла вырулить к обочине по инерции. Если бы подобное случилось в плотном потоке, мог бы оказаться плачевный результат. 15 минут я дозванивалась до техподдержки, и в итоге мне молодой человек сказал, что да, такое случается из-за того, что работают глушилки. Прям так и сказал, что из-за проблем со спутниковой связью в том месте, где вы ехали, потерялся сигнал, ну и поэтому она отключилась. В комментариях к публикации «Фонтанки» можно прочесть еще одну похожую историю. Из-за отсутствия сети не могла закрыть машину и завершить парковку. Каталась 30 минут. Сотрудник говорил, что я обязан это делать. Кое-как удалось закрыть машину, но не завершить поездку. Деньги капали, 600 рублей мне никто не вернул, не извинились. Вообще комментарии к той статье интересные. Кто-то обсуждает техническую сторону вопроса. Глушение сигнала и подмену координат. Это когда в Санкт-Петербурге навигатор начинает думать, будто он в Новосибирске. Другие пишут о политической стороне. Почитаем комментарии. И виноват, по мнению гражданки, опять не тот, кто довел до того, что в стране глушат радиосигналы, а именно компания каршеринга, которая использует мировые стандартные решения и где никому и в голову не может прийти такое, потому как используется в мирное время. Каршеринг пришел к нам из загнивающего Запада. Пора возвращаться к традиционным пешеходингу и телегингу, для богатых – к паровозингу. Если вы думаете, что такие мелочи способны как-то повлиять на планы великого геостратега по завоеванию Европы и впоследствии всего мира, то вы сильно ошибаетесь. Все ерунда, кроме кефира. Это, очевидно, отсылка к недавнему выпуску фильма «Россия, Кремль, Путин. 25 лет», в котором главный герой пил кефир с корреспондентом Зарубиным. Команда VPN Liberty приводит следующую статистику. В мае Россия пережила 69 случаев отключения интернета. В июне 655. За первые 6 дней июля поступило около сотни жалоб из более чем 60 регионов страны. Напомню, в международно признанных границах регионов России 83. Отключения наблюдаются почти по всей стране. Где нет интернета, там оказываются недоступными самые базовые сервисы. Многим пришлось вспомнить о существовании наличных денег, ведь оплата по карте может не пройти. Застать отключение сети может, например, в дороге, когда машину необходимо заправить. При этом, по мнению разработчиков VPN, шатдауны могут быть связаны с необходимостью противодействия украинским беспилотникам лишь в трети случаев. Неприятельские дроны – просто удобный предлог для того, чтобы обкатать технологии цензуры и контроля за связью. В том числе в тех регионах страны, где украинских дронов не наблюдалось. Заодно можно приучить россиян к тому, что вечно доступного интернета у них может и не быть. Россияне же вовсю делятся впечатлениями о происходящем. Среди потока сквернословия в адрес абстрактных властей и лично Путина встречаются и пугающие истории. Вот рассказ из комментариев к новости в городском телеграм-канале Воронежа.
Вот вам прикол. Вчера ночью мне стало плохо, аллергия с отеком. Вызвать скорую я не могу. По причине не было ни интернета, ни связи. Подчеркиваю, ни связи, ни одной палочки. Вопрос, как вызвать скорую, когда у меня аллергия такая, что могу попросту умереть. В ответ на этот комментарий свою историю приводит другая жительница Воронежа. А у нас вчера в подъезде был пожар. Спасибо, хоть у кого-то какая-то минимальная связь была. Целый день ее практически нет. Вопрос, если сгорит нахер многоквартирный дом, а пожарку мы вызвать не сможем, что нам всем делать? Подобные сообщения относятся к ситуации, когда власти отрубают интернет и глушат сотовую связь. Однако, даже когда интернет работает, целые его сегменты блокирует Роскомнадзор. Может кому-то показаться не столь важным, но периодически становится невозможным поиграть в сетевые игры, а Россия весьма играющая страна. Не открываются иностранные сайты, ломаются базы данных, не работает всевозможный софт, перестает в полной мере функционировать даже бытовая техника. В России стали блокировать Cloudflare и его аналоги. По сути, это технологическая база для многих сайтов и сервисов. И по этому вопросу, не стесняясь в выражениях, высказался один из пользователей народного сайта Пикабу. Суки они гнойные. В связи с их действиями откинул мобильный клиент экосистемы умного дома на устройстве Сонов. Из телефона теперь не управляется нихуя. И таких, как я, страдальцев миллионы. Впрочем, встречаются там и благодарности в адрес государства, но специфические. Спасибо, Роскомнадзор. Серьезно. Вы действуете точно. Не слишком больно, но достаточно неприятно, чтобы задуматься. Вы вызываете не яростный протест, вы вызываете сомнение. А сомнение – это первый шаг к мысли. А мысль – штука опасная. Она не забывается. Вы ломаете интернет, но чините головы. Неспешно, настойчиво, системно. У поста почти 4400 лайков и всего 337 дизлайков. Нынешний Пикабу, в который мы периодически наведываемся за комментариями россиян, разделен на две части. Есть оппозиционный антивоенный Пикабу и охранительско-провоенный. Технически разделение осуществлено очень просто. Посты от провластных авторов там договорились помечать тегом «политика». Соответственно, люди противоположных взглядов такие публикации обходят стороной. Могут вообще добавить тег «политика» в блок-лист. Однако ненависть к тем, кто мешает жить обычную жизнь, объединяет людей с диаметрально противоположными взглядами. Что с тегом «политика», что без него. Пользователи гневно делятся историями, как им даже на сайт Федеральной налоговой службы приходится заходить с VPN-ом. И если одни авторы ругают абстрактный Роскомнадзор, то другие проговаривают явно. Контора эта существует не в вакууме и работает в интересах понятно какого человека. Подытожил все пользователь, чей пост, несмотря на краткость, набрал на сайте весьма высокий рейтинг. Роскомнадзор – ебучая пятая колонна, делающая все, чтобы люди начали ненавидеть власть. Небольшое лирическое отступление. Один из крупнейших специалистов по советской эпохе, российский историк Александр Шубин, говоря о катастрофическом кризисе доверия к партийной верхушке, приводит в качестве примера торт. Ведь в сталинские годы советским гражданам для счастья нужно было немногое – не испытывать голода. Можно было закрывать всю дневную потребность в калориях хлебом и тюрей – супом из хлеба, и быть довольным жизнью. Но в течение следующих десятилетий общество развивалось и урбанизировалось. Запросы людей росли. Возможности системы за ними сначала не поспевали, а потом и вовсе стали стремительно падать. Так, в поздние советские годы рядового гражданина стала бесить невозможность просто пойти в магазин и купить торт. Людей бесило, что такое, казалось бы, элементарное действие превратилось в сложный квест. Торты, конечно, не входят в список жизненно необходимых продуктов, но и к изыскам не относятся. Почему житель сверхдержавы не может без приложения особых усилий сходить в гости с тортом? Начали появляться вопросы. Это какой такой коммунизм строят партии и правительство? Зачем они такие нужны? Отличие от той ситуации от нынешней в том, что советская система в силу внутренней архитектуры просто не могла дать людям того, чего они хотели. Путинская же система забирает у граждан то, что у них было. Россия до самого недавнего времени была одним из флагманов в сфере IT. Обгоняла развитые страны по скорости, качеству и удобству сервисов на годы. В России в среднем по стране скоростной и достаточно дешевый интернет. И в этих условиях у властей было два варианта.
Или просто ничего не делать, не мешая отрасли развиваться, или помогать ей, протягивая коммуникации в те уголки страны, где частным компаниям это делать сложно и нерентабельно. Но был выбран третий путь – ломать то, что уже есть. Вспомним избитую истину. Зачем вообще в современном мире существует государственная власть? Если свести все функции управленческого аппарата к одной единственной фразе, то прозвучит она так. Власть нужна, чтобы расширять возможности граждан. Это универсальная формула, которая относится ко всем сферам внутренней и внешней политики, к каждому из ярусов государственной бюрократии. Если вы, администрация города, одна из ваших задач – расширять возможности горожан к перемещению. Молодых и пожилых, физически здоровых и с инвалидностью, родителей, толкающих перед собой коляску, и путешественников, тянущих за собой чемодан на колесиках. Эта задача никогда не может быть решена на 100%, и каждое новое городское руководство обязано работать над тем, чтобы возможности жителей становились шире. Если вы администрируете страну, весь смысл вашей работы сводится к тому, чтобы граждане сегодня могли больше, чем вчера, а завтра могли больше, чем сегодня. За счет роста личных доходов, улучшения качества образования, здравоохранения, инфраструктуры, увеличения продолжительности жизни, уменьшения преступности. За счет грамотно выстроенных внешних отношений. Чем проще гражданину выехать за рубеж, тем большее количество стран он может посетить, и тем качественнее, значит, налажена внешняя политика. В той же стороне находятся права человека и гражданина. В благополучной стране права у людей должны расширяться. Политические, гражданские, социальные, экономические и личные права, какие угодно. Если недавно люди чего-то не могли, а теперь могут, значит, государственная власть выполняет свою работу. Ограничение здесь одно. Свобода одних не должна мешать свободе других. Если мы говорим о России 20-х годов, очень трудно, скорее даже невозможно, привести пример системной работы государственной машины по расширению возможностей россиян. Какие-то частные примеры, конечно, есть. Российская Федерация – это все-таки не failed state. Она может, например, построить людям новый удобный мост через реку. Но на системном уровне государство работает в обратную сторону. Оно планомерно и последовательно сужает возможности россиян. Причем делает это во всех сферах жизни одновременно. И останавливаться не собирается. В одних областях власть напрямую вводит запреты и ограничения, ужесточает наказания и делает законоприменительные практики все более брутальными и непредсказуемыми. В других сферах сужение возможностей – лишь следствие более глобальных решений. Летом 2025 года из-за войны москвичи не могут даже нормально домашними аэропортами пользоваться. А международный аэропорт Ростова-на-Дону, одного из крупнейших городов России, вообще стоит закрытым с февраля 2022 года. Как и аэропорт города-миллионника Воронежа и ряда других российских городов. Настоящий памятник эпохи – сайт воздушной гавани Брянска. Рейсов нет уже 3,5 года. Зато на видном месте есть реклама службы по контракту и сообщение о 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Да, бывают ситуации, когда власти принимают неприятные гражданам решения, ненадолго ухудшая их жизнь, чтобы в результате качество их жизни улучшилось надолго. В городе, чтобы проложить трамвайные пути, нужно перекрыть улицу, доставив людям массу неудобств. Но не просто так, а чтобы потом эти же люди получили доступ к удобному транспорту. В государстве периодически возникает необходимость в болезненных реформах. Они иногда оказываются для граждан горькой пилюлей, но затем следует экономический подъем и рост благосостояния. Но это не случай путинской России. Запреты, ограничения, репрессии и искусственно созданные бытовые неудобства не решают никаких задач, кроме поддержания власти одного конкретного человека – Владимира Путина. Никакой другой цели здесь нет. И главное, такая политика по сужению возможностей граждан комфортно жить в своей стране не ограничена во времени. Это не шаг назад перед 2 шагами вперед. При имеющихся вводных за ухудшением качества жизни может последовать только еще большее ухудшение. При нынешнем президенте наша страна априори не может перетерпеть сложные времена. Времена и дальше будут только усложняться. И у всех россиян, включая десятки миллионов пользователей интернета, нет никакого смысла терпеть прихоти одного человека.
До завтра.